Всем привет, меня зовут Стас. Это вторая часть видео нашего путешествия, когда мы отправились на машине из Нидерландов в Италию через Швейцарию. Эта часть, мне кажется, самая интересная, самая длинная, там практически 50 минут такого отборного материала, очень много интересных мест, очень много интересных достопримечательностей. Первую часть видео вы можете найти у меня на канале, либо здесь вот по подсказке. Я рекомендую вам посмотреть первую часть, если вы ее не видели. Ну, а если видели, то усаживайтесь поудобнее, готовьте себе побольше еды, потому что видео будет очень длинным, интересным, и там будет еда, потому что это Италия. Приятного просмотра. Туза Jesus. Снова. Прямиком. А нет, не в этот раз. Сегодня нам налево. Приехали. Город называется Камоджили. Никак как Камогили. Камоли. Камоли. А что там? Ли не читается, ли. Камоли. Город называется. Вот тут вот мы живем. Мы уже заселились, вещи потом отнесем. Припарковались, надо сейчас оплатить парковку по-быстрому. И уже идем на красивые места, короче. Кушать, ужинать, смотреть. Вроде как на фотографии было красиво. Неожиданно. Угу. Очень вкусно пахнет. Мы хотели вчера здесь припарковаться, и все-таки знак был правильный, что нельзя парковаться, потому что сейчас там чистят газончики. Так что такое. Сейчас утро. Мне надо к машине. Не туда пошел. Сейчас где-то 20 минут, ну даже раньше, наверное, минут 15 еще до рассвета. Я подумал выйти на пирс, где мы вчера ночевали. Ужинали. Вот, и подснять его с дрона. Так что сейчас надо в машине забрать дрончик и пойти туда. Нам дали вот такую вот бумажечку, где сказано, что мы как будто бы типа жильцы местного района. Вот, и мы смогли припарковать нашу машину бесплатно, потому что здесь она где-то стоит 15 евро за ночь, за день. Вот, но мы нашли парковочное место для местных, и нам владелец, комнаты, которую мы снимали, типа, дал вот такую бумажку, сказал, положи себе на машину, и все, проблем не будет. Делаю такое упражнение 1 раз в неделю, и спина болеть не будет, сказал. Я не поняла. Надо это вернуть вообще. В общем, мы позавтракали в Порто-Фино. Такой прибрежная бухта, дорогая. Это первое, что вы понимаете. Дорогая она, как минимум, начинается все с парковки, потому что здесь только одна парковка. Стоит она 8 евро в час. Ну, это дорого. Нам туда, наверное. Может, сюда? Сюда. Короче, мы сейчас пойдем на самый край, снимем очень красивые виды на дрон, если получится.
дошли мы до самого конца. Вот там маяк. Ну, дорога сюда была чуть интереснее, чем финальная точка. Там в конце, там где маяк, собственно, такой небольшой ресторанчик. Можно выпить кофе, какое-нибудь винишко. Вот. Мы решили ничего не пить и пойти дальше. Обратно, да. Вот. У нас сегодня еще такой достаточно насыщенный день. У нас каждый день насыщенный день. Но впереди еще у нас ждет длинная дорога. И можно найти, где переночевать. Уже течет. Да. Просто какая-то такая порода, но типа не снег. Аривидерчи. Знаю систему. Как уровень нервишек на 3-й раз. Close to zero. Сейчас идем на пляж. Нашли здесь пляж в Италии, представляете? Никогда такого не было, и вот нашли. Нет, нашли город, он чуть севернее Ливорно находится. Ну, сколько здесь километров пляж? Ну, наверное, километров 20, может 15 километров. Так, просто сплошной пляж. Я вам сейчас покажу это, как выглядит на Google картах. Вот, и мы где-то там вот посерединке, где типа общественный пляж. Будем надеяться, что здесь можно будет покупаться. В общем, море оказалось некупабельным. Везде висят красные флаги. В принципе, ну, именно по температуре, ну, можно было бы вообще изи купнуть. Но оно такое, видите, игристое. Решили еще прокатиться на роликах. Здесь прям вдоль всей набережной, вот именно там, где мы припарковались, начинается типа классная велодорожка. Велодорожек, если что, тут нет. Да, она прям прямая, ровная, вот, поэтому попробуем катнуть на роликах чуть-чуть и поедем уже туда еще южнее. Еще из нюансов это то, что практически все более-менее нормальные рестораны открываются в 7:30 вечера. И если вы, например, хотите сейчас поужинать где-то на закате, который в 6:40, то этого вам не удастся сделать. Надо дождаться, когда солнышко сядет, и откроются рестораны в Италии. Прям мы вот только что смотрели, там, ну, не знаю, на протяжении 100 километров где-то разные села, города. Все, что более-менее нормальное, все закрыто. Открывается в 7:30. Понятно, с чем это связано, наверное, да? Понятно? Время ужина. Вот. Ужинать поздно. Да, ужинают поздно. Без закатов. Вот. Не, у заката летом, наверное. Ну да, не, вот на лето я понимаю, да, но явно рассчитано на лето, там, на, вот, Не всем нужно ужинать с закатом. Может быть, нам нужно. Нам нужно ужинать с закатом. Если есть такая возможность на море поужинать с закатом, why not? Вот, собственно, велодорожка. Очень-очень редкое явление. Вот там пляж, там горы, велодорожка, ролики. Погнали? Короче, мы стоим в пробке
Уже очень долго. Маршрут показывал где-то 20 минут назад. Мы должны были уже приехать в наше место назначения, но мы уже стоим минут 20. Даже больше. И сейчас вот встали и прям вообще не двигаемся минут 10, наверное, да? Это больше. Больше, да. Очень какая-то очень большая пробка на автостраде. Авария. Эх, да, такое. Да, нормально ночью. Не, нормально. Еще фара перегорела и не поужинали. Классно. Собственно, Там вот пробочка. Нам плюс 4 минуты показывает уже 20 минут. Я там показывала плюс 11 минут в начале. Ну да, но оно уже не меняется. Да. Поэтому суть. приехали в город. Ну, вроде как город большой, но тут никого нет. Ну, реально по дороге ехали, никого нет. Приехали, никого нет. Слышны сверчки и все. Очень странно. Мы вчера были, ну, типа в маленьком селе, городке. Так там, ну, в 7:30 жизнь только-только начиналась. Сейчас у нас на часах, ну-ка, сколько? 8. Ну, это практически то же самое время. А, ну, мертво. Машины не ездят, люди не ходят. Очень странная штука. В общем, по классике инфраструктуры вы идете, ну, тротуар есть, тротуара нет. Вот это ты идешь по одной стороне, потом по другой, потом вот такой тротуар, потом другой тротуар. Ладно, это ничего страшного. Но как бы вот все дома, в них как будто бы никто не живет. Все закрыто ставнями. Людей реально нет. Вот как будто бы вчера здесь был город, а сегодня нет. Ну, при том, что явно, ну, очень много припаркованных автомобилей. В этих домах люди живут. Сейчас в них явно кто-то есть, но все закрыто ставнями, и город очень кажется пустым. Очень. Опять же, по сравнению с Нидерландами, где у вас, ну, каждый дом ты видишь насквозь. Просто насквозь. Ты видишь все, что там есть. Здесь же, ну, вообще нет. Руки трясутся. Нервничаешь? Очень нервничаю, да. Ну как, чуть прохладнее? Ну ты испортил мне кусок пиццы. Ты хотел начать жаловаться на пиццу. Не-не-не, вкусно. Это итальянская собака тебе не разрешила? Скажи, что пицца прохладная. В смысле? А ты какую ешь? С артишоком? Да, И с оливками, да? да. Вроде бы. Ну, похоже. Да. Тут срач. Поздно заехали, вот поэтому тут срач. Но на самом деле очень даже приятный номер. За 63 евро. Здесь еще и входит завтрак. Чисто, комфортно. Даже вид какой-никакой есть. Буквально же не на стену. Потому что бывает такое, что просто вид на соседнюю стену. Мне здесь видно чуть-чуть город. Все чистенько. Ноутбук на полу, HDMI подключен. Классика. Чтобы увеличить монитор, да, я так понимаю? Да. Ну, по-моему, размер одинаковый был по итогу. Иногда находишь какие-то, ну, интересные места. Ну, это просто город такой, что... Ну да, город без людей. Ну да, видимо, совсем не популярный, поэтому здесь можно Найти, если да. чисто комфортно переночевать. Не, ну если просто, типа, если есть цель погулять где-то еще, посмотреть город, тогда надо просто доплатить больше. Если Ну да, надо просто переночевать, то можно выбрать Мы менее ехали в популярный этот город с мыслью о том, что это большой город, и здесь есть движ. Ну, в плане, ты Не, что он смотришь на прибрежный. карте, Да, мы он думали, что он прибрежный прибрежный, город. да. Здесь есть ресторан открывается в 7:30 вечера, все. С виду вроде как все окей, но мы заехали в город, а тут машины не ездят, свет не горит.
Ну, вообще, сайленс максимальный. Как это понять заранее? Не, просто у нас не было такой цели. Мы Ну, не было, да. Мы Если просто бы, думали, если ну, бы нам вот. нужно было туристическое какое-то место, то мы бы его выбрали. Нам нужно было просто переночевать и Ну, да, да. чуть-чуть сэкономить, чуть бюджетненько. В принципе, по Италии Вполне можно... комфортно, да. Да, вполне можно вот комфортно, типа, там, снимать жилье за те же вот 63 евро. Блин, ну, вполне себе адекватно. Очень хороший завтрак. Да, еще и завтрак на нормальный. Вообще топ. Да я переел. Прошута. Я переел. Это хорошо. Наконец-то. Наконец-таки переел. Эх. Видишь, верхняя перегорела, ближний свет, а дальний свет есть. Надо на дальнем просто ехать, лайфхак. Если у вас аж 4 лампочка и ближний перегорел, есть и на дальнем. Вы уже за него заплатили все равно. Надо, чтобы он тоже перегорел. Мы приехали в Сатурния, называется. Вы точно видели эти источники на фотографиях? В них всегда температура 27, нет, 37 градусов. Короче, всегда тепленько. Да, сегодня у нас тоже достаточно теплый день, хотя типа прохладный. 20-25 градусов. Для Италии, ну, холодно можно назвать это. Вот. Хотя под солнышком все хорошо. Припарковались. Сейчас идем туда. Тут, и чтобы вы понимали, камыши. Вот видите, сзади камыши. Ну, они метров 6, наверное, да? Да. Метров 6 высотой. Это тупо деревья, а не камыши. Что нереальной высоты. С того, что я видел, в принципе, людей там нормально. И суть еще в том, что сегодня вторник и off-season. Вторник, 16-17 октября. Ну, явно там, ну, это людей намного больше в сезон, чем сейчас. В общем, глянем. Водичка вообще перфект. Людей нормально, немного, да. В принципе, вполне ок. Прикольно, когда в спину это падает, классно. Ну да. С альбом?
Вот эта штука тоже классная для вареничков. Да. Мне, кстати, их видела. Такие тоже у нас. Ну, на соревнованиях. Да. Достаточно прекрасно смотрят. Да, выглядит очень классно. Для меда, для варенья. Так, на 11:30. Далеко? 34 минуты стоял. Нормально. Ну, сейчас 9:20. У нас еще достаточно времени. Может, уже к тому времени потеплее будет. Ты наелся? Очень. Я тоже. Даже кофе уже не лезет. Второй кофе не лезет. Обычно можно 3 запихнуть. Хорошо, что он не сильно этот. Да, не крепкий. Не крепкий, но можно пить. Прикольно, а тут все деревяшки эти, ну, усилены металлом. Это называется Кастелло делла Квадратора, что в переводе означает замок 4 башни, из 4 башен. Вот. Мы живем в одной из этих башен. Вот в этой? Вот именно в этой, да. Я не уверен, можно ли жить во всех, вот, но в башне офигенно. Вид, в принципе, на все 4 стороны с нее. Замок просто в нереальном каком-то прекрасном состоянии. Внутри в нем столько души, столько жизни. Вот. Он не пустой. И даже там, где он пустой, на первом этаже, все равно есть ощущение того, что здесь живут люди, и что ты здесь живешь, что ты можешь этим насладиться, пожить вот в замке. Вы себе можете представить, что такое жить в замке? Нет? Я тоже не могу себе представить, да. Сегодня второй день, как мы живем в замке, и с видом на невероятные Тусканы, хоть даже сейчас идет дождик легкий, но это вообще ничего не меняет, это все равно прекрасно. Вокруг оливковые сады, даже вот сейчас есть оливки, не знаю, мы можем глянуть, где-то они тут на деревьях растут, вот, черные оливки. Кстати, мне кто-то говорил, что черных оливок не бывает, что их красят. Не, их не красят, но они, по-моему... Ну, либо типа это, может, переспевшие, но это явно черные оливки. Вот, в общем, очень прекрасное место, и о нем мы еще расскажем чуть позже. Только пыли на машине, вообще капец. Сейчас еще это все дождиком обработается, и вообще будет прекрасно. Едем на винодельню. Здесь виноделень очень много. Это вообще регион вина, оливок и прекрасного вида. Из-за того, что очень много, в принципе, виноделень, найти какую-то интересную, становится сложно, когда большой выбор. Вот. И еще и не хочется, знаете, попасть на какой-то, типа туристический там разводняк, и кучу всего. Хотя вот побывав уже на берегах Италии, прибрежной морской, да, части ее, это очень сильно ощущается, насколько большая разница, вот, когда ты, вот, например, как сейчас мы, да, в середине, так скажем, в Тосканах, вот, то... Тоскана. Район, регион, просто это регион Тоскана. Не Тоскана. Мы не в Тосканах. Окей. В регионе Тоскана. В этом регионе очень сильно ощущается вайб Италии. Невероятные виды, какая-то атмосфера, даже люди здесь, вот они по-другому, даже машины водят здесь по-другому. Как тебя называет владелица замка? Мобено. Миобено. Ну, язык не повернется назвать это сервисом. Да, это гостеприимство. Да, это гостеприимство. Вот это гостеприимство. Ты приезжаешь, ты находишь место на букинге, а попадаешь реально в гости. Вот это магия Тосканы. Ну да, даже вот в заведение какое-то заходить, в магазин какой-то заходить, тоже ты это ощущаешь. Ну да. Мы приехали на винодельню, и тут очередь. Тут очередь, Ань. Through that machine that you see that they are filling and floating up right now, we do a soft press of the grapes, and then through some red tubes like the ones that you see on the ground, we fill up those stainless tanks. Why is the size of the barrel so important for the aging of the wine?
because the smaller the barrels are, the more is the contact between the wine and the oak. And so the more property the oak is going to transmit into the wine. Jeg tror, det går virkelig sådan. You didn't like it. It's very particular. Oh, okay. No, but I understand. Когда не подвозят, Да, и что как? привлекал. Но как будто немножко шампанское. Да, Узнали подробность о том, что есть супер тусканское вино, супер тускана называется, и оно делается без ограничений, потому что на остальные вина здесь есть определенные ограничения в плане градусов, сахара, много-много всяких других вещей. Соответственно, все остальные вина делаются типа с ограничениями и надо как бы по правилам делать, а вот супер тускана делают просто на свой вкус. Каждая винодельня такая, типа, нам вот это нравится. Мы так делаем. Это классно. Сейчас будем пробовать. Резкий вкус. Сразу, да. Например, очень вкусно. Очень сладкое. Очень сладкое. Кто нас домой везет? Я. Пешком пойдем. Я нас везу домой после 6 проб вина. Попробуй, вкусно. После того пробовали масло, и после этого просто поля в голове заиграли. Попробовали вино, очень вкусно. Очень много. Да, нам еще ехать дальше. Мне за рулем. А тут дороги, как вы видели, такие, не прямые. Давайте назовем это так. Вот. И теперь я понимаю, почему здесь люди так ездят, не то что агрессивно, но они ездят, в общем, динамично. Вот теперь, мне кажется, я понимаю, с чем это связано. Что они все чуть-чуть, понемножечку пьют винишко. Да, и счастливы. Просто едут динамично. Ссылочка красного Кантачили у нас с собой. Дождливый день, но после 6 проб вина вообще солнечная, ясная погода. Прекрасно, мне нравится так начинать день. Мне кажется, вообще вся итальянская музыка создана вот в этих краях. Искусство, музыка, вот оно создано вот тут. Потому что в других нету вот этого, не знаю, вайба. Тут есть капец. In giugno come in gennaio coltivo una rosa bianca. In giugno Так, что мы делаем? Вот есть туалет, да? Кидаем одну и надеемся, что он даст дальше. Прими, пожалуйста. Это женский, по-моему, еще. Еще и в женский идешь. Мы идем там попробуем. Вот сюда нужно. Разменять. Вот так. Мы попробуем тебя. Мы в туче.
Очень прикольно. Город сейчас, ну, находится вообще Сиена, город на холме. Вот, но это, ну, так, типа, сильно не ощущаешь. Но сейчас, когда поднялась сильная влажность и облака, то видно, что облака прям оминают город. Мы в дожде, мы в очень повышенной влажности сейчас не который находимся. капает вниз, а который прям вот тут он происходит. Ты проходишь сквозь дождевую тучу. Реально прикольно. Но при том, что дождь такой слабенький и тепло. Ну, инжир. Свежо. Ну да, свежо. Здесь центральный слив. Центральный слив на центральной площади. Реально, походу, это самая верхняя точка. И они продумали так, чтобы по всему городу не было много воды. И видно, что вот сделано так, и прям вот есть центральный слив. Скорее всего, тут, наверное, был еще какой-то рынок или еще что-то в этом, в этом месте. И когда это мыли, то было проще всего это все помыть, и сюда уходила вода. Прикольно. 18 число, 4 утра. Тоже классно. Тверденько. Хочется купаться, честно говоря. Мне нечего сказать, это надо есть. Это самое прекрасное, что я ел. Да? Наверное, да. Это очень вкусно. A few moments later. Еще ждет вот этот чужой кусочек. Чужих кусочков пиццы не бывает. Согласен. Это мой кусочек. A few moments later. His characterization was seen as intimidating. He was like answering questions and asking some, but like not quite as like open. Yeah. Только первый этаж. Рассказывал о том, какая это прекрасная комната. Нет, это не комната, это, я мыслю старыми паттернами. Но новая прошивка говорит о том, что это башня в замке. Это прекрасная башня в замке. Очень старая, кстати, замку. Очень много лет. Он 1300 примерно года постройки. Пережил очень много всего. Потом где-то последние тоже какие-то данные 1500 года. В общем, замок очень старый. Ему сейчас уже практически 700 лет. Понятно, дело, не всему зданию, не всему там оно все строилось частями по чуть-чуть. Горело, разбивалось, войны, набеги, много всего было. Здесь история достаточно интересная. Вот. Но
Блин, и сейчас можно в ней пожить, можно почувствовать это. Это реально здесь прям ощущается. Ты смотришь на эти стены, на потолок, на крышу, которую видно. Hello, my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing it too. All through the morning rain, I gaze, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden, I see was purple shower bells and tea, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flower echo from a cherry cloud. Feel sunshine sparkle pink and blue. Playground will laugh if you try to ask, is it cool? Здрасте. Что открыли замок для меня. Прекрасно, прекрасно. Все, меня отпустили. Сейчас еще будем, тут есть лифт. Сейчас мы будем на этом лифте спускать вещи. Найс. Что, немножко не влазишь с чемоданчиками? Что у тебя в руках? У меня в руках прекрасный мед с местных полей и оливковое масло, как вы догадались, тоже с местных полей. Это капец. Это будет вкусно. И ты сам видел эти деревья, с которых все это добывалось. Это капец. Arrivederci. Ciao. Ciao, Castello della Quadratura. Оказывается, еще и был звонок все-таки. Ночью не видно. Он так спрятан, чтобы никто никогда не позвонил. Когда у нас будет замок, мы тоже спрячем звонок. Мы обязательно спрячем звонок. Нам никто не нужен. Не звонили. Не звоните нам. Не звоните нам в замок. Если наш замок, не звоните нам. У нас нет звонка. Кстати, Кьянти. Кьянти. Это вино, которое мы брали до этого. Кьянти классик. А, серьезно? Ну да. Прикольно. Не знали как? А? Знали. Наше путешествие еще не закончилось. По дороге назад мы заехали типа в Швейцарию, но потом в Швейцарии есть еще отдельный регион Италии. Это вот так вот выглядит на карте. Сейчас тут уже дожди, куча всего, и, как всегда, проблема оплатить парковку. Ты просто не понимаешь, что есть паркомат, который ничего нормально не позволяет с ним сделать. Классика. Вот. И уже начались дожди. В принципе, наш отдых вообще прекрасно по таймингам произошел. Отлично. Погодка шепчет. Типа с 8 утра надо оплатить за что-то. Давайте попробуем. Я здесь специально стоял, ждал. 8 утра. А может надо начать с карточки? Сачок, как он? Я не знаю. Тоже без приготовления.
Соуса такой. А, окей. Сейчас все, надо кофе пить, а не говорить. Что мы? Чем мы занимаемся вообще? Чем-то не тем. Так. Как раз. Как раз, да? Там еще кнопочка есть сверху. Дождевик. Слэш и тропка вообще насквозь мокрый, поэтому будем использовать запасной парашют. Да. Сегодня мы остановились в городе, я не помню, как называется. Как город называется? Не помню. Я тоже, да. Это такая Анталини какой-то. часть Италии в Швейцарии. Вот. И здесь есть казино. Мне кажется, что здесь есть какие-то, может, послабления. Кстати, да. Здесь реально город на 2 улицы, а казино размером, с торговый центр. Да, как будто бы тут есть нюансики в законе. Возможно. Да. Да, там казино. Мне нравится мой головной убор. Я буду вносить его в оборот и делать это трендом. Тебе идет дождевик. Реально, вертикальный дождь вообще не опасный. Эй, Дёрда. Хорошо, что есть крыша, когда ты открываешь багажник. Yep, we did it. Easy peasy. Починка на ходу. Опа. Просто парковочка на заправке. Вид с парковки. Круассанчик на заправке. Не хрустит. Не хрустит? Он прохладненький. А? Ну, прохладненький, но вкусно. Вкуснее, чем на вокзале во Флоренции? Не. Не? Официально это самый вкусный круассан, который я ел. Нереально. Но он тоже такой. В общем, мы уже в нашем завершении путешествия. Мы сейчас находимся во Франции. Неожиданно для нас, потому что мы не планировали сюда заезжать, нас так дорога повела. Порекомендуйте нам какие-то приятные ваши уникальные места. Все ссылки на наши уникальные места вы также найдете в описании к этому видео.
Вот, я сделал карту, вы там сможете про ней посмотреть, ну, по Google карте, типа, посмотреть в местах, в которых мы были, которые точно надо посетить, если вы тоже планируете подобную поездку. Вот, все, впереди нас ждет еще около 8 часов дороги, уже 4 часа вечера, короче, приедем мы поздно, дома ждет Бориска, Ириска и Бориска, да, у нас сейчас 2 кота, но об этом история потом расскажет. Да. Все, большое спасибо за просмотр. Не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал, если здесь первый раз. Вот. Меня зовут Стас, это Аня. Всем пока.